0,08%. Переходим, друзья, к следующему слайду. Более, так сказать, подробно, декомпозированно разберемся с социальным жильем. Карта города Днепр в разрезе административных районов. Ну, что бросается в глаза, друзья? Бросается в глаза, что наибольше всего подешевела недвижимость в Самарском районе. Минус 0,41%. Но это не удивительно, это такой спальный массив, причем там вперемешку и производственные, складские, то есть территории, да, и вот между этими территориями там как-то где-то еще и жилье строилось. Поэтому это самое бюджетное жилье было, и, естественно, видим, что оно подешевело в первую очередь на почти полпроцента. Ну, а меньше всего подешевела недвижимость, видим, что в Соборном районе. Минус 0,31%. Период исследования, конечно же, у нас декабрь 2025 год, сравниваем с сентябрем 2026 года. Следующий слайд очень быстро, это аренда. Давайте внизу только посмотрим, красная черта, вот это аренда за долгосрочная аренда. Сравниваем квартал, который был третий, с четвертым кварталом и, естественно, видим рост на 1,37%. То есть аренда продолжает незначительно показывать динамику роста. Следующий слайд, друзья. Здесь мы с вами будем говорить о том, что произошло с недвижимостью. Для примера взял класс социальное жилье с начала войны. То есть меня просили мои уважаемые подписчики: Андрей, покажите по городам, что происходило с недвижимостью на протяжении всего периода войны. Напомню вам, это уже почти 4 года. 24 февраля 2022 года началась война. Здесь поквартальное исследование. Видим, что март месяц 2022 год, $626 за квадратный метр. Ну, давайте очень кратко, в общем, ретроспективу дам вам. Первый год войны, друзья, где-то там порядка 9, наверное, процентов, может чуть больше, посчитайте, реперные точки есть. Стоимость квадратного метра снизила где-то порядка 9%. Второй год войны, друзья, произошло непонятно что, о чудо можно говорить, да, второй год войны, экономика разрушается, рынок недвижимости встал на паузу, то есть даже по каким-то кварталам мы видели незначительный рост стоимости квадратного метра, но это, друзья, связано с тем, это всего лишь мое предположение, напомним вам, что 2023 год ознаменовался тем, что контрнаступление, значит, Российская Федерация, войска Российской Федерации отошли с Киевской области, не с Киевской раньше, с Харьковской области, с Сумской, с Черниговской. Ну и, соответственно, нам говорили по телевизору, что война закончится, победа Украины, будем пить кофе где там в Ялте, да, на набережной Ялты. Но, видите, ну, я предполагаю, что именно эти заявления и послужили неким таким, как оно называется, стоп-краном для людей, которые планировали что-то продавать, а во время войны продавать ну, себе дороже, что называется. Вот как у нас встала на паузу Конституция, так и рынок недвижимости на второй год войны также встал на паузу. То есть стоимость не снижалась, даже в некоторых кварталах росла. Ну, удивительно, да? Я работаю с финансовыми учреждениями, и люди, которые там работают, да, мне писали, и говорят: Андрей, а в чем прикол? То есть война-то продолжается, экономика разрушается, а рынок недвижимости не просто не снижается, а где-то даже и показывает рост. Но, друзья, на третий год войны, 2025 год, мы увидели в целом снижение роста где-то порядка 14%, достаточно сильно по сравнению с предыдущими 2 годами стоимость снизилась. Видите вот здесь, да? Ну и о чудо, как я уже вам говорил, это у нас шестой месяц, июнь месяц, второй квартал 2025 года, мы стали наблюдать, как стоимость квадратного метра в городе Днепр начала необоснованно расти. И, в общем-то, последние 6 месяцев этот рост продолжался, что меня очень сильно удивляло, хотя я не переставал вам, друзья, говорить, что это, в общем-то, возможно, связано, опять же,
завышенными ожиданиями, что война закончится, потому что если вы сравнивать вот этот год, второй год, здесь я вам вспомнил, да, информационный шум, который, возможно, повлиял на людей, что война закончится. Здесь примерно похожая ситуация. Трамп заявил, что за один день закончит войну, а он как раз в январе месяце 2025 года пришел к власти, да. Потом он еще что-то много заявлял. Ну, так или иначе, я предполагаю, что все-таки это где-то вот и повоздействовало на неокрепшие мозги людей. Ну, может, я ошибаюсь, напишите ваши соображения. Так вот, мы видим, что январь месяц 2026 год незначительно, но впервые за 6 месяцев, как я повторяюсь, уже показал снижение стоимости квадратного метра. Я думаю, что это только начало. Подводя итоги за 4 года войны, вот здесь Excel по таблице данных, мы видим, что снижение 12,14%. Цифры есть, можете пересчитать сами. То есть, отвечая на ваш вопрос, за время войны в городе Днепре жилая недвижимость данного класса подешевела на 12,14%, как и, собственно, остальные классы. Переходим к следующему, друзья, слайду очень быстро. Эконом-комфорт бизнес-класс. Это у нас, друзья, также вторичный рынок. Он подешевел за месяц на 0,25%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра, также снижение в процентном соотношении в разрезе административных районов. Следующий, друзья, слайд. Это уже первичный рынок квартиры эконом-класса. Подешевели на 0,20%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. И также подешевел в процентном соотношении каждый административный район. Можете посмотреть. Следующий слайд – это первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс. Вот здесь остается незначительная динамика роста, плюс 0,09%. В абсолютных цифрах по административным районам можете посмотреть. И в данном случае незначительный рост. Также можете посмотреть раздельно по каждому административному району. Последний слайд, который нам, в общем-то, показывает колебательные процессы длиной в 1 месяц. Это первичный рынок квартиры элитного класса, они подешевели на 0,08%. Вы также видите, что количество, так сказать, административных районов, где строится данная недвижимость данного класса, осталась только Шевченковский, центральная часть, Соборная, это тоже там центральный район и центральный район. Хотя стоимость квадратного метра даже одного класса элитного очень сильно изменяется в зависимости от местонахождения или от локации объекта недвижимости. Ну, в данном случае фиксируем снижение незначительное за месяц минус 0,08%.